Добрый день, Александр Валентинович. Сергей Николаевич, доброго дня. Я хотел бы, чтобы вы завтра ко мне подъехали. Хорошо, во сколько? Я завтра прилечу, половину первого. Во сколько к вам подъехать? Давайте часов в 6. В 6. 18:00 я у вас. Кто-то еще из СНБО к вам не обращался больше по этому вопросу, из моих заместителей? По-моему, Сергей Михайлович, Дидковский или как? Вот он, ну не он, а через ДКУ, через Голуба обращались. Ну, сказали, что надо брифинг сделать там туда-сюда. Я был против, конечно, говорю, есть уже ж выступают люди повыше, и чего мы должны? Мы должны только с их разрешения, а потом дальше что-то комментировать. Все остальное, я сказал, мы не комментируем. Это правильно. Все на сайте. Состояние На сайте мы выставили Дегтярёва. то, что вы видели, наверное. Там Бондарь, Михаил Анатольевич, мы написали вот это совместно с ними, одинаковое. Написали, я говорю, от этого не отходим, все, вот так, как есть, так есть. У меня все есть. Мы больше, чем они нашли статистики, у меня все есть. Тут, в принципе, у меня были ребята с СБ, СФР, и все, больше никого не было. Вы поднимали документы? Да, то, что мы нашли, мы все подняли, я их все возьму, то, что у нас есть. Ну вот завтра тогда мне их, пожалуйста. Да, я завтра возьму, я вам покажу. По 2011 году или что это еще за случай? Нет, мы 69-го года нашли. Не, ну там все нормально. Мы Хотя же бы. отдавали в СБУ, там отдавали, у них там должно все быть. Ну, я вам просто могу сказать вот ту статистику, которая у меня сейчас есть, то, что мы нашли. Циклон 2, это 105 пусков было, все успешные, то, что мы выпустили. Они все идут полностью с изделием, идут туда и пускаются. Вот мы их пустили, и все. Ну, не мы, а тогда еще, начиная с Советского Союза, их пускали. Циклон 3, 121 запуск, из них 112 успешных, 8 аварийных и 1 частично успешный. Ну, так пишут. Так. Ну, вот это. И все расписано, что на нем пускалось, когда, и все у меня вот это есть. То, что осталось, боезапас, как мы говорим, это циклон 2, это те, которые стояли на боезапас. И их осталось в России, по-моему, 4 штуки. Так. 3 я успел вывести к себе, они у нас сейчас. А 4 штуки у них где-то. Через третьи руки как это могло попасть туда? Ну, на сегодняшний день я не представляю, как это могло попасть. Никак. Могло только попасть через нашего соседа. У них, они разработчики этой документации. Меня интересует, мы сейчас будем делать брифинг к завтрашнему дню, который, я так понимаю, это будет самое сложное для нас. У нас вся вот эта документация по вот этим всем делам, что мы с вами разговариваем, у нас циклон 2, она еще в отделе 3 лежит, чтобы вы знали просто. Ну, она секретная, будем так говорить. Я понял. Сергей Николаевич, мне нужно... У нас никто туда не допущен, никто, вы сами знаете, там строгий порядок он у нас есть. Сергей Николаевич, мне нужно понимать, нам нужно какую-то одну общую позицию занять. Кто здесь, откуда это все взялось конкретно? Кто конкретно виноват? Потому что мне нужно сказать президенту, где у вас, кто есть слабое звено. На кого мы можем, по крайней мере, объяснить это, откуда это взялось, утечки, откуда эти взялись. Я понимаю, что у вас там все схвачено, и никто посторонний не может попасть. Мы работаем, мы ни с кем не работаем почти. Мы только начали там с Кореей, там по мелочам. С Кореей работает КБЮ наша уже более 14 лет. С Китаем более 20 лет. Что они там делают, я не знаю. К нам информация это не доходит. Об этом знают СБУ, об этом знает СФР. Об этом знает КБЮ. Мы туда не вхожи, честно говоря.
И мы этим не занимались никогда. Они работают с ними по всем этим делам. Может быть, через Китай что-то могло уйти. Ну, я так думаю. Угу. Да. Ну, это мои предположения. Вы же говорите, как могло. Ну, Ну, мне надо самому... по-другому Нет, никак. говорите как есть, потому что мне нужно... Ну, по-другому никак. Ну, вот я не знаю. Мы вообще не работаем. У нас только документация конструкторская у нас нет. Она хранится в одном месте. Мы уже сколько лет, с 2001, то есть с 87 года мы вообще ее закрыли. У нас туда доступа нет, никто не идет. Мы ничего не выпускаем. А КБЮ Печально. работает по контрактам. А какие там контракты, я не знаю, честно. Я сказал своим СБшникам этим, что приходили, я говорю, возьмите, проверьте, какие контракты, возьмите контракты, чтобы вы знали на всякий случай, потому что будет же разбираться комиссия. Надо будет знать. А какие тут слабые звенья-то в этой истории вообще? КБЮ? Что там? Ну, Давайте сделаем слабое тогда звено, конечно, КБЮ. одно Потому что они направление будем, работают. значит, займем. КБЮ. Больше Да, никто. да, у нас нет. У нас просто некому там даже подозревать кого-то, чтобы там кто-то что-то работал. У них А много как, людей работает, ездят. Естественно, что они слабое звено. Надо с ними поработать, чтобы они меньше трындели. а руководитель там как? Ну, руководитель на сегодняшний день Бондарь Михаил Анатольевич. А что они могли ему поставить с левого? Нам Ну, или они, куда? вы имеете в виду через Китай. Не, ну, они могли Китаю, там, они помогают Китаю в разработке двигателей, там, еще чего-то. Это да, это мы прекрасно понимаем. Китай мог туда что-то отдать. Ну, само КБ отдать туда не могло. Это только Китай мог узнать, как, что делается у нас. Это я не исключаю. А то, что КБ наше полезло аж туда, в Корею, это исключено. Кто бы их туда пустил. А вот через Китай, да, возможно. Это возможно. Сергей Николаевич, завтра вы приедете, я хотел просто вам сообщить одну новость. Пока что она неофициальная. Это решение президента. Значит, Южмаш будут отдавать Илону Маску. Да. Ну что? Ну да. Ну, корпоратизируем сначала. Это я завтра озвучиваю. Ладно, тогда жду вас завтра с документами. Хорошо. До свидания. Всё.